Я всех приветствую, вы на канале QGuival, и у меня к вам очень важный вопрос. Хотите ли вы любым классом, универсальным билдом пробежать полностью все акты менее чем за 5 часов, одним универсальным билдом прокачивать любой класс? Тогда оставайтесь со мной, сегодня мы поговорим об очень универсальной сборке для любого класса. Этой сборкой мы можем легко и быстро проходить акты, буквально долетая до эндгейма. Да, многие, возможно, уже выкачали всех персонажей, но нас ждут новые лиги и новые персонажи, поэтому данный билд, я думаю, понадобится всем. Мы начинаем, но перед этим я напомню вам про крутой розыгрыш, о котором я расскажу в конце видео. И также я должен вам поведать короткую, но очень важную информацию. Устал от рутинного фарма? Мечтаешь собрать такой же крутой билд, как Илону Маску собрал его ручной китаец? Но купить собственного китайца у тебя нет денег, а фармить 24 часа в сутки нет времени и желания? Что же делать, спросишь ты? Тут все очевидно. Залетай на PlayRock, друг мой. Тут без труда, просто за копейки ты купишь любую игровую валюту. Как для PoE2, так и для кучи других игр. Ух, ты погляди, сколько зеленых цен! А знаешь, что означает зеленые цены? Правильно, это офигенные скидки. Просто посмотри, сколько тут скидок. Пусть зимние праздники уже ушли, печень потихоньку восстанавливается от нагрузок, но в PlayRK по-прежнему праздник, ведь они до сих пор не убрали праздничные скидки. Не тормози, залетай на закуп. Стоп, дружище, так ты не из тех, кто тратит деньги на игрульки, ты тот предприимчивый тип, что рушит рынки валют одним взглядом? Тот, кто волк с Уолл-стрит и хочешь рубить бабло? Ну тогда тебе тоже на PlayRock. Пока другие фармят игровую валютку, чтобы купить себе лапти с большими статами, ты можешь продавать валюту на PlayRK, ведь тут открытая торговая площадка, где ты можешь как круто и выгодно закупиться, так и выгодно продать свою валюту с самой низкой комиссией среди всех площадок на рынке. PlayRock — это быстро, выгодно, удобно, а главное надежно. Я уже сам не раз закупался на данной площадке и могу смело ее рекомендовать. Геймплей довольно легок. Разносим врагов ледяным ударом. На более плотных противников ставим колокол и также разносим. Урона у нас очень много. Боссы проходятся налегке, как и локации. Плюс мы имеем контроль за счет заморозки. Итак, на чем основывается наш билд? Основной наш атакующий скилл будет ледяной удар. Также для работы билда нам обязательно нужна будет опора плененного бога, длинный боевой посох. Наша задача в данном билде будет насобирать разные атрибуты: силу, ловкость и по мере возможностей интеллект. Это, можно сказать, билдообразующий предмет, на котором будет держаться весь наш билд. Он может применяться с первого уровня. Стоимость данного посоха крайне мала. Не знаю, как за одну сферу возвышения, но за 10 вполне себе можно купить. Ну а теперь давайте по порядку. Начнем с камней умений. Наш основной камень умений — это ледяной удар. Но хочу обратить ваше внимание, что ледяной удар появляется с 5-го уровня камней, поэтому первым нашим атакующим скиллом, как только мы появились, будет ледяной каскад. Камни поддержки для каскадного удара будут следующие. Первый — возмущение, который даст нам дополнительные разломы, а также камень поддержки свирепость, который дарует нам 3 свирепости при нанесении удара в ближнем бою. Когда у нас появятся камни умения 5-го уровня и наш уровень будет 14, мы приобретаем ледяной удар. Это станет нашим главным атакующим умением. Камни поддержки следующие: бой вплотную, боевой темп, власть холода, а также первозданное оружие. Следующее наше умение, которое будет помогать нам бить более сильных противников, это колокол бури. Колокол бури нам доступен с 6-го уровня. Камни поддержки следующие: переизбыток, средоточение, а также купель свирепости. Если мы будем стоять в радиусе колокола, колокол нам будет давать свирепость. Свирепость, в свою очередь, дарует нам на 1% больше урона от атак за каждую единицу свирепости, вплоть до 30.
Следующий наш навык, который мы обязательно используем, это Вестник Льда. Получить мы можем его уже в первом акте после убийства босса ритуала. Нам выпадает наш первый камень духа, и мы берем Вестник Льда. Что нам нужно в Вестнике Льда? Расширение, дальний выстрел, а также возбуждение. Такие камни поддержки мы будем использовать. Далее идут уже опциональные навыки, которые использую лично я попозже. То есть для начала нам хватит вот этого набора. Мы стремимся к нему. Далее, по мере получения нужного количества максимального духа, после убийства нужных боссов для получения дополнительных единиц духа, мы уже можем ставить дополнительные ауры. Также по поводу заряженного посоха, это довольно сильное умение, но оно очень опционально и не для всех классов, поэтому мы к нему вернемся, когда будем рассматривать древо пассивных навыков. Также и боевое бешенство. Это все одна связка с заряженным посохом, мы ее рассмотрим позже. Что такое мрачный пир? Мрачный пир мы берем для повышения выживаемости. Аура мрачный пир дает нам следующее. Мы при убийстве моба получаем с 50% шансом сгусток. Поднимая этот сгусток, мы регеним наш энергощит, а также мы можем набрать с помощью этих сгустков в 2 раза больше, чем максимум нашего энергощита. То есть у меня сейчас максимум 319. При подборе энергосгустков я могу его отрегенить сверх максимума до 638. Суть вы поняли. Идем далее. Также опционально можно использовать длань Чаюлы. Я ее не использую, так как мне урона хватает, но в принципе лишним не будет, если у вас есть какие-то проблемы с уроном или что-то не получается с каким-либо боссом. Что делает длань Чаюлы? Она накладывает на врагов размещенные проклятия и метки со сниженной эффективностью. То есть мы сюда закидываем обморожение, а также морозную метку. Обморожение дает нам минус 34% сопротивления холоду на врагах, а также морозная метка дает нам быстрее замораживать врагов. Ко всему этому мы можем добавить рассвет порчи, который раскидывает проклятие на врагов в радиусе 3 метров при смерти проклятого врага. Это в случае, если мы будем использовать длань Чаюлы против обычных врагов. Но, как показала практика, длань Чаюлы особо не нужна, так как урона хватает с головой. В описании к видео я прикреплю ссылку на полноценный гайд от зарубежного блогера. Вы сможете пошагово ознакомиться со скиллами под разный уровень, а также с экипировкой под разный уровень. Итак, мы добрались к нашей экипировке. Что же у нас здесь? Опора плененного бога. Мы это уже прошли. Это обязательный билдообразующий предмет, который с помощью наших атрибутов докинет нам очень много урона и даст нам лютый буст. Обратите внимание, что сила увеличивает наш урон, а ловкость увеличивает скорость нашей атаки. Интеллект в данном случае не так важен, так как он увеличивает область действия. Но в любом случае энное количество интеллекта нам надо, так как некоторые из наших скиллов требуют интеллект. Идем далее. Лисья тень, стеганый жилет. Данная куртка доступна нам уже с 1 уровня. То есть как только мы появились, мы накидываем ее на персонажа, так же как и наш посох. Эта куртка даст нам повышение скорости передвижения, а также даст нам уклонение. Так как наша сборка нацелена на то, чтобы максимально быстро проходить акты, поэтому нам очень важно поднимать скорость передвижения. Мы должны двигаться быстро, проходить акты быстро, так как данная универсальная сборка нацелена на то, чтобы мы быстро закрывали акты, переходили в эндгейм любым персонажем, и мы сможем по сути делать это в районе 5 часов. Также с 1 уровня мы накидываем крылья Кейлин, которая будет давать нам свирепость. Что дает нам свирепость, я вам уже говорил. Она дарует нам на 1% больше урона от атаки за каждую единицу свирепости. Ну и плюс мы получим бонус к броне и к ловкости, что нам очень сильно пригодится, ведь я вам напоминаю, за каждые 5 единиц ловкости наша скорость атаки повышается, поэтому с 1 же уровня мы накидываем этот шлем. Далее с 1 же уровня мы одеваем поступь света, соломенные сандали. Повышает скорость передвижения, это нам очень нужно, по сути это основное, за что мы берем эти сандали. Плюс бонус к интеллекту, которая дает нам область действия, но и небольшой бонус к энергощиту. А энергощит нам необходим с самого начала, ведь мы помним, что повышение скорости у нас действует при полном здоровье. Также
повышение глобального уклонения тоже действует при полном здоровье. Идем далее. Ремень Мегинорда. Обязательный ремень в нашей сборке, так как он дает нам хорошую прибавку к силе. А мы помним, что сила дает нам увеличение урона, поэтому сила must have. По поводу перчаток мы берем любые нам доступные на первом уровне. Можете взять какие-либо из легендарных на свое усмотрение, которые дадут вам резисты, либо же просто то, что вам выпало. По поводу колец. В один слот одеваем то, что нам доступно на нашем уровне, а с 12 уровня нам обязательно нужно кольцо Полярный Круг, которое имеет следующие эффекты. Сопротивление холоду, увеличение урона от холода, что нам немаловажно. Также оно дает к силе, что повысит наш урон. Прибавка к мане нам будет не лишняя, но самое главное, это охлажденные ударами враги будут уничтожены, как при заморозке. И хорошо запускать цепочку расколов от Вестника Льда. Идем далее. Амулет. Амулет, который вы увидите по ссылке, которую я оставлю в описании, он другой. Он добавляет нам больше уклонения, но на просторах интернета в одном из видео я увидел, как хороший человек советует Вечный Взор и обратил свой взор на данный амулет. Ведь он добавляет отличное количество повышения скорости регенерации маны, а также накидывает нам энергощит. Этот амулет можно опять-таки одевать с первого уровня, но он опционален. Вы можете выбрать другой, более дешевый амулет, если у вас не будет 20-30 сфер возвышения. Вы можете отказаться от этого амулета и поставить любой другой амулет. После достижения нами 27 уровня мы меняем наш шлем на стальной раш. Что дает стальной раш? Мы видим, это боевой раш. Он дарует нам повышение скорости умений и опять-таки повышение скорости передвижения. Далее по ботинкам мы переходим на странники, который дает нам уже не 10 повышения скорости передвижения, а дает нам 20 плюс повышение скорости передвижения и прибавляет нам немножечко ловкости, что повысит скорость нашей атаки. Перейти на странники мы можем на 11 уровне, а перейти на новый шлем можем на 27 уровне. В итоге скорость нашего передвижения с учетом нашей экипировки уже будет повышена на 40 плюс процентов, что уже довольно неплохо увеличит скорость нашего бега, а соответственно и прохождение актов. Далее, если вы боярин, который уже имеет прокачанных персонажей и имеет хотя бы один дивайн в своем распоряжении, вы можете после достижения 52 уровня поставить перчатки Длань Мудрости и Деяния, который еще на порядок забустит наш урон, ведь он добавит нам урон от молнии в зависимости от нашего интеллекта, также он добавит скорость атаки в зависимости от нашей ловкости, но и плюс накинет нам атрибуты интеллект и ловкость. Перчатки довольно сильные, мы их одобряем, но это уже опционально и зависит от ваших возможностей. Кольцо желательно на добавление нам сопротивления от стихий, возможно прибавка к атрибутам, либо же можем добавить какой-то цифровой урон от стихий. Это будет все не лишнее. Итак, по экипировке пока все. Переходим к интересному: древо пассивных умений. Как я уже говорил ранее, данный билд подходит любому классу. Ведь по сути, если начинать с любой точки в ветке, мы можем идти по пути, где мы набираем наши атрибуты, которые будут нам увеличивать атаку и скорость атаки, а также брать бонусы к разного рода элементальному урону, в нашем случае желательно холод, а также кластеры на криты. В данном случае мы рассматриваем ведьму. Обратите внимание, мы берем атрибуты, но изначально я советую брать ловкость и силу. Интеллект мы возьмем далее по необходимости. Допустим, для работы наших скиллов нужно энное количество интеллекта или тому подобное, но изначально мы нацелены на увеличение урона, поэтому нам нужна сила, которая дает нам напрямую увеличение урона из-за нашего посоха, а также ловкость, которая дает нам скорость атаки, тоже благодаря нашему посоху. То есть мы по сути набираем атрибуты. Они нас интересуют больше всего. Далее на примере ведьмы мы берем перки на холод, допустим, оледенение, бесконечная пурга и неотвратимый хлад. Двигаемся по внешней окружности и опять-таки набираем наши атрибуты. Каждый раз увеличиваем нашу силу. Почему у меня здесь интеллект? Я заменил те ячейки, в которых была ловкость, на интеллект, так как у меня есть перчатки, которые разгоняют урон за счет интеллекта. Поэтому, когда и если у вас будут перчатки Длань Мудрости, тогда те ячейки, которые вы выбирали под ловкость, вы просто поменяйте на интеллект, и ваш урон вырастет. Далее, куда мы можем двигаться, допустим, у ведьмы, это в сторону ловкости. Вот здесь мы как раз и доберем нашу ловкость и еще увеличим скорость атаки. Мы можем видеть развитые рефлексы, которые повысят в процентах нашу ловкость, а также сноровка, которая также повысит нашу ловкость на 25 единиц. Усилим урон за счет Вестника, а также не забываем про наши криты. Здесь тоже по пути
можно взять искусство рукопашного боя, которое накинет нам ловкости и бонус к критическому урону боевыми посохами, а у нас именно боевой посох. То есть, по сути, логику вы поняли. Откуда бы мы ни начинали, мы идем через атрибуты. То есть, допустим, мы стартанули за воина, мы идем по атрибутам и добираем нам нужные кластеры, допустим, на крит или же элементальный урон. По сути, любой класс будет иметь свои какие-то преимущества, но, допустим, если мы начинаем монахом, у нас очень удобно можно добираться до того же резонанса. Вот мы и добрались к заряженному посоху. Обратите внимание, боевое бешенство дарует заряд ярости, когда вы замораживаете, электризуете или же пригвождаете врага, но не чаще, чем каждые 2-4 секунды. То есть мы будем довольно быстро накапливать заряды ярости. Также камень поддержки изобилия дает нам 50% шанса даровать дополнительный заряд, что ускорит наше накопление. При этом навык резонанс сделает так, что мы будем получать заряды энергии вместо зарядов ярости, что даст нам активировать заряженный посох. А что дает нам заряженный посох? А заряженный посох добавляет нам урон от молний за каждый поглощенный заряд. И мало того, что заряженный посох нам дает дополнительный урон от молний, он еще и выпускает дополнительные волны, которые бьют на расстоянии. Заряженный посох довольно неплохо бустит нам урон. Но, как я и говорил ранее, это нам не обязательно. Если мы начинаем с неудобного положения, соответственно, никто идти к резонансу не будет. Это опционально. Если вы начали монахом, можете прийти к резонансу. Если вы начали ведьмой, как в моем случае, вы можете прийти к резонансу. Если же вам идти к нему далеко и невыгодно, можете это просто проигнорировать. По сути, данный способ это не какое-то четкое руководство, куда вам идти, а здесь главное понять принцип, как это работает. Именно посох опора плененного бога дает нам возможность этот билд использовать по сути под любой класс и иметь достаточно приличный урон, быстро пролетать все акты, уничтожать боссов без каких-либо проблем и пройти любым персонажем все акты, выйдя на карты за одну игровую сессию. Итак, я думаю, логика вам понятна. Мы прошлись по камням скиллов, по экипировке. Также ссылка на пошаговое руководство будет прикреплена в описании. Ну что, теперь самое крутое, друзья мои, розыгрыш денежного приза от моего канала для вас. 100 евро будут разыграны среди моих любимых зрителей. За первое место приз 50 евро, за второе, третье будет по 20 евро и за четвертое место 10 евро. Розыгрыш пройдет после того, как мой канал наберет 1000 подписчиков. Потому быстрее нажимайте на подписаться, ставьте свои царские лайки и напишите любой комментарий под видео, и вы примете участие в этом розыгрыше. Так как канал у меня небольшой, шансов победить у вас крайне много. Результаты розыгрыша будут в моем дискорд-канале. Поскорее залетайте. Всем спасибо за внимание. Всем пока.